4,5 миллиарда лет назад. Древняя, некогда существовавшая в нашей Солнечной системе планета Тея, сбившаяся со своей орбиты из-за гравитационного влияния Юпитера и Венеры, мчится в лобовое столкновение с протоземлей. Трагедия неизбежна, но именно это событие планетарного масштаба повлекло за собой образование нашего единственного естественного спутника – Луны. Тея была размером с Марс и могла образоваться во внешней части Солнечной системы. Это там, где у нас находятся такие гиганты, как Юпитер и Сатурн. Согласно исследованиям о происхождении воды, именно Тея могла привнести большую часть ныне существующей воды на Землю. Есть несколько теорий образования Луны, но в поддержку этой выступают образцы лунных пород, полученные астронавтами миссии Аполлон. Образцы лунных пород оказались по составу очень похожими на земную кору. В то же время на Земле есть так называемые крупные области с низкой скоростью сдвига, обнаруженные под Африкой и Тихим океаном, которые могут быть как раз фрагментами той древней планеты Теи. Спустя 500 миллионов лет недавно сформированная Луна находилась гораздо ближе к Земле, чем сейчас. Если бы мы могли лицезреть ее в те времена, то она казалась бы нам просто огромной. Она создавала более частые затмения и оказывала более значимое влияние на Землю, чем сейчас. Также на ландшафт Луны сильно повлияла вулканическая активность, которая привела к образованию выдающихся лунных морей. Это те темные пятна, которые мы можем увидеть на поверхности Луны. Они образованы лавой и состоят из базальта. Луна всегда повернута к нам одной стороной, и большая их часть находится на лицевой к нам стороне. Точные причины такого явления пока неизвестны. После формирования Луна остыла, большая часть ее атмосферы была утеряна. С тех пор поверхность Луны формировалась под воздействием крупных и многочисленных мелких ударов метеоритов, создавая ландшафт с кратерами разного возраста. Луна по размеру и массе является пятым по величине естественным спутником Солнечной системы. По сути, она маленькая планета. Больше нее по размеру только 3 Луны Юпитера и 1 Луна Сатурна. Наша Луна меньше Меркурия, но значительно больше Плутона, который считается карликовой планетой. Диаметр Луны составляет около 3500 километров. Это чуть больше четверти диаметра Земли. Если хочется большего представления ее размеров, то Луна сравнима по размерам с континентом Австралия. Несмотря на такие внушительные размеры, масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. На самом деле Луна не сферической формы. Она представляет собой слегка неравносторонний эллипсоид. Это вызвано так называемым приливным растяжением, но ее форма еще более вытянута, чем могут объяснить современные приливные силы. Эта чрезмерная вытянутость указывает на то, что Луна затвердела, когда она находилась в 2 раза ближе к Земле, и что теперь она слишком холодная для того, чтобы ее форма восстановила гидростатическое равновесие на своем текущем орбитальном расстоянии. У Луны есть геохимически различимая кора, мантия и ядро. Луна имеет твердое, богатое железом внутреннее ядро с радиусом всего 240 километров и жидкое внешнее ядро, в основном состоящее из жидкого железа, с радиусом примерно 300 километров. Средняя толщина коры составляет около 50 километров. Луна является вторым по плотности спутником в Солнечной системе после Ио, спутника Юпитера. Она также совсем чуть-чуть проигрывает ему и в гравитации. Если же сравнивать гравитацию на Земле и Луне,
то на Луне она в 6 раз меньше. Поглядите, как астронавт Джон Янг прыгает на Луне. По крайней мере, пытается это делать, с учетом веса скафандра, около 14 кг, и давления скафандра, которое сопротивляется изгибу, необходимому для прыжка. Если говорить простыми словами, то на данный момент у Луны нет магнитного поля. Однако, на заре своей истории 4 миллиарда лет назад магнитное поле Луны было близко к сегодняшнему магнитному полю Земли. Это произошло по причине кристаллизации лунного ядра. Луна имеет настолько разреженную атмосферу, что ее можно считать почти вакуумной. Это не значит, что ее совсем нет. Тонкую лунную атмосферу можно увидеть, например, на восходе и закате, наблюдая с Луны или из космоса. Но так было не всегда. Когда-то давно атмосфера Луны была в 2 раза толще, чем атмосфера современного Марса. На Луне есть вода. Вообще, первые упоминания о воде были задолго до лунных путешествий. Эти темные пятна ошибочно считались ранними астрономами водными морями. Позднее оказалось, что эти моря, покрывающие около 15% лунной поверхности, базальтовые равнины, образованные лавой. Наличие воды, пригодной для использования на Луне, является важным фактором, чтобы сделать будущие лунные базы экономически выгодными. Если бы вода доставлялась на Луну с Земли, она была бы непомерно дорогим удовольствием. Ученые продолжили поиски воды. В 1994 году бистатический радиолокационный эксперимент, проведенный на космическом аппарате Клементайн, указал на существование небольших замороженных карманов воды вблизи поверхности. Однако более поздние радиолокационные наблюдения наземным телескопом Аресиба предполагают, что эти находки могут быть скорее камнями, выброшенными из молодых ударных кратеров. В 1998 году нейтронный спектрометр на космическом аппарате Lunar Prospector показал, что высокие концентрации водорода присутствуют на 1 метре глубины в реголите вблизи полярных регионов. В 2008 году индийский космический аппарат Чандраян-1 подтвердил существование поверхностного водяного льда с помощью бортового спектрометра Moon Mineralogy Mapper. И только в 2018 году ученые нашли окончательное доказательство наличия водяного льда на поверхности Луны. Отложения льда были обнаружены на северном и южном полюсах, в постоянно затененных кратерах и расщелинах, что позволяет ей сохраняться в виде льда на поверхности, поскольку они защищены от Солнца. Луна вращается по орбите на среднем расстоянии 384 тысячи километров, а полный оборот вокруг Земли делает за 29,5 дней. Этот период обычно называют лунным месяцем, и он равен продолжительности солнечных суток на Луне. В процессе вращения вокруг Земли Луна создает океанические приливы и отливы. Когда Луна находится ближе к одному участку нашей планеты, она притягивает воду, создавая прилив. В это время на противоположной стороне Земли, из-за смещенного центра масс и центробежной силы, тоже образуется прилив, где вода как бы оттягивает вдаль от центра нашей планеты. Между этими двумя точками находятся участки, где вода отступает, создавая отливы. Солнце также оказывает влияние на приливы и отливы, но его воздействие меньше по сравнению с Луной. Когда Луна и Солнце выстраиваются в одну линию, приливы и отливы становятся сильнее. Это называется суперприлив. Луна почти всегда освещена Солнцем, за исключением случаев, когда происходит лунное затмение. Кстати, если вы не знали, почему Луна иногда видна лишь частично или приобретает кроваво-красный оттенок, то это как раз тот случай – лунное затмение.
Это происходит тогда, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, в результате чего Земля отбрасывает тень на Луну. Такое явление называется сигизией. Если тень покрывает лишь часть Луны, то она выглядит вот так. Если целиком, то Луна приобретает красноватый оттенок. Кстати, вот так бы выглядело солнечное затмение, если бы мы наблюдали его с поверхности Луны. Поверхность Луны кажется красной, потому что единственный доступный солнечный свет преломляется, проходя через атмосферу Земли. Причины те же самые, когда мы наблюдаем рассвет или закат, когда Солнце окрашивает небо красным. Вы когда-нибудь задумывались, что иногда Луна выглядит просто огромной? Такое явление связано с несколькими факторами, но самый интересный из них заключается в том, что Луна движется вокруг Земли по эллипсоидной орбите. Когда она достигает максимального сближения с Землей, это 356 400 километров, то такое состояние называется перигеем. Когда же она максимально удаляется от Земли, а это 406 700 километров, то такое состояние называется апогеем. При максимальном сближении в перигее Луна может выглядеть на 14% больше и на 30% ярче. Тем не менее, Луна постепенно удаляется от Земли со скоростью чуть меньше 4 см в год. Солнце же, напротив, эволюционирует в сторону красного гиганта, то есть становится все больше. Все это приведет к тому, что в будущем Луна уже не сможет целиком закрывать Солнце при затмениях. Однако, что же произойдет раньше? Луна попрощается с Землей, или же Солнце, превратившись в красного гиганта, поглотит Землю? Последние расчеты показывают, что Луна могла бы отдаляться от Земли еще 50 миллиардов лет, а затем процесс остановится. Солнцу же хватит 5 миллиардов лет, чтобы поглотить Луну и Землю. Таким образом, Земля и Луна останутся вместе до конца времен. После Второй мировой войны были разработаны первые ракеты-носители, и к концу 1950-х годов они достигли возможностей, которые позволили Советскому Союзу и Соединенным Штатам запускать космические корабли в космос. Холодная война, космическая гонка, а затем и лунная гонка ускорили интерес к исследованию Луны. Космические аппараты советской программы «Луна» стали первопроходцами. Первый искусственный объект Луна-1 преодолел гравитацию Земли и пролетел вблизи Луны в 1959 году. Позже, в том же году, первый искусственный объект Луна-2 достиг поверхности Луны, намеренно столкнувшись с ней. К концу года аппарат Луна-3 достиг обратной стороны Луны, сделав первые ее фотографии. Спустя 7 лет, в 1966 году, Луна-9 совершила мягкую посадку на Луну, а Луна-10 смогла выйти на ее орбиту. В 1968 году советский зонд-5, подлетая к Луне, голосом космонавта Павла Поповича отправил сигнал на Землю. «Полет проходит нормально, мы приближаемся к поверхности». С этого момента началась паника. Американский астронавт Юджин Сернан позже говорил, что этот инцидент шокировал нас до чертиков. Советнику США по космосу Фрэнку Борману позвонил президент Джонсон, который спросил, почему Попович ведет отчет с Луны. Это означало, что космическая гонка была проиграна американцами. Правда, позднее Попович рассказал, как подшутил над ними. Сигнал, отправленный им с Земли, был отражен зондом 5 и отправлен обратно. Таким образом, создалось ощущение, что Попович совершает посадку на Луне. Эти победы Советского Союза в лунной гонке сильно подзадорили американцев, и в 1969 году Нил Армстронг ступил на поверхность Луны в рамках программы «Аполлон-11». Это событие стало кульминацией космической гонки. Далее еще были миссии вплоть до Аполлона-17,
Я уже рассказывал об этом в одном из предыдущих роликов, как люди покоряли космос. Посмотрите, пожалуйста. После последней советской миссии на Луну, Луна-24, в 1976 году, в течение 14 лет не проводилось никаких дальнейших исследований Луны. И только в 1990 году Япония запустила к Луне космический аппарат Хитэн, который полетал по ее орбите, посчитал количество пыли и был намеренно разбит о поверхность Луны. В 1994 году США запустили к Луне аппарат Клементайн, который получил первую почти глобальную подробную карту Луны и еще подтвердил гипотезу о наличии воды. В 1998 году за ним последовал аппарат Lunar Prospector, который нашел много водорода на лунных полюсах в верхних слоях реголита и постоянно затененных кратерах. С 2004 по 2006 год Европейское космическое агентство запускало спутники SMART, получив подробный обзор химических элементов на лунной поверхности. С 2007 по 2009 год китайская программа исследования Луны впервые достигла цели с помощью орбитального аппарата Чане-1, получив полную карту изображения Луны. Индия в 2008 году с помощью аппарата Чандраян-1 вышла на орбиту Луны, а с помощью аппарата Moon Impact Probe врезалась в нее, тем самым подтвердив наличие молекул воды в лунном грунте. В 2009 году США запустили сразу два аппарата – лунный орбитальный разведчик и LC-ROSS. Первый аппарат до сих пор сканирует Луну, а вот второй уронил на Луну разгонный блок Центавр, поднял пыль, проанализировал ее и еще раз подтвердил наличие водяного льда. Китай продолжил свою лунную программу в 2010 году с Чане-2, чтобы сделать более качественное фото. В 2013 году за ним последовал Чане-3, который приземлился на Луне и высадил луноход Юй-2. Кстати, про китайскую космическую программу можете поглядеть в одном из предыдущих роликов «Безумный взлет китайской космической программы». В 2014 году впервые в истории частной компании LuxSpace к Луне был запущен зонд размером с портфель Manfred Memorial Moon Mission. В 2020 году Китай осуществил свою первую роботизированную миссию по возвращению образцов, вернув на Землю более 1,5 килограмм лунного материала. С 2020 года США планируют снова отправить человека на Луну. Программа называется Артемида. Впоследствии это будет лунной базой с растущей инфраструктурой, местами обитания, вездеходами, научными инструментами и оборудованием для добычи ресурсов. Китайская программа Чане и российская Луна Глоб планируют в 2030-х создать первую роботизированную лунную базу. А вы знали, что есть частные ритуальные агентства, которые предлагают услуги по захоронению на Луне? Например, компания Celestis за время своей деятельности уже доставила множество кремированных останков, среди которых были такие выдающиеся личности, как Юджин Роденберри, создатель научно-фантастического телевизионного сериала Star Trek, актеры Star Trek, Джеймс Духан, Маджел Барретт, Дефорест Келли, американские президенты Джордж Вашингтон, Джон Кеннеди, Дуайт Эйзенхауэр, Рональд Рейган, доктор Юджин Шумейкер, известный планетарный геолог и один из первооткрывателей кометы Шумейкер-Леви-9. Помимо этого, на Луне оставлены такие произведения искусства, как Музей Луны. Это небольшая керамическая пластина размером 9 на 13 мм, содержащая работы 6 выдающихся художников конца 60-х годов. Послание доброй воли – это заявление лидеров 73 стран мира на диске размером с монетку, сделанную из кремния и оставленную на Луне в 1969 году астронавтами миссии Аполлон-11.
6 лунных памятных табличек 23 на 19 сантиметров, прикрепленные к лестницам на посадочных ступенях лунных модулей «Аполлон» с подписями астронавтов-участников. Мемориал павших астронавтов и космонавтов, которые погибли при освоении космоса. Луна признана прекрасным местом для астрономии. Если смотреть с Луны на Землю, то она будет в 3-4 раза больше, чем если бы мы наблюдали Луну с Земли. Например, эта фотография называется «Восход Земли», сделанная во время облета Луны в 1968 году космическим кораблем «Аполлон-8». В апреле 1972 года миссия «Аполлон-16» установила первый специализированный телескоп, камеру-спектрограф, записывающий различные астрономические фотографии. Все астрономы уже давно мечтают разместить инфракрасные и радиотелескопы на обратной стороне Луны, в затененных кратерах. Таким образом, они бы смогли наблюдать за космосом без земных помех. Астрономы древности не были так избалованы. Из всех инструментов у них были разве что глаза и воображение. Например, месопотамский лунный бог Син был одной из центральных фигур шумерской мифологии. Его почитали в городе Ур, где он был связан с ночным светилом и мудростью. Вавилонские астрономы систематически записывали наблюдения за Луной и другими небесными телами, используя глиняные таблички. Эти записи содержат данные о лунных циклах. Египтяне связывали Луну с богом Тотом, который считается хранителем мудрости и времени, является одним из самых ранних египетских богов. Он изображался, как правило, в виде человека с головой ибиса, в руках он держал посох и анх. Тысячи лет позже люди научились изобретать сложные механические устройства. Этот древнегреческий механизм, датируемый 100 веком до нашей эры, был аналоговым компьютером, который использовался для расчета движения Солнца, Луны и, возможно, планет. Устройство является предшественником современных астрономических компьютеров. Луна – это не только объект наблюдений, но и ключ к пониманию истории нашей Солнечной системы. От трагического столкновения с Теей до древних лунных морей, оставленных лавой, и современных научных открытий. Ее загадки вдохновляют человечество тысячи лет. Путь Луны от зарождения до исследования космическими аппаратами стал отражением нашего стремления познавать неизведанное. Ее прошлое и будущее напоминают: Луна всегда была и останется частью нашей истории и истории Земли. Подписывайтесь. Увидимся в новых выпусках.